aham brahmasmi, I am means Brahma. Хорошо, если вы упомянули эту цитату из Упанишад, ахам брахмасми, да, дословно, я есть Брахма. Right, then what is that Brahma that we are? Что это за Брахма, которым вы являетесь? Это Брахман. Krishna says in Bhagavad Gita, Mam eva angsa jiva loke jiva bhuta sanatana. These myriad jiva souls that you see in this room and in the world, they're all my angshas, or parts. И Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что все те души, что вы видите в этой комнате и за ее пределами, где угодно, все эти души, объясняет он, это мои амши на санскрите, что означает мои составные маленькие частички. Right, so it says Janmad Yasya Yataha. This is Vedanta. А Веданта произносит там этот афоризм Джанмад Ясья Ятаха. So that from which everything has come. То есть речь идет о том, из чего все произошло. It says Janma Adi. The word Adi is used. The interpreter said this Adi is a reference to Adi Rasa. И так, Джанмади, если вы знаете санскрит, речь идет о слове Ади, и комментаторы Веданты говорят, что Ади указывает на Ади расу, изначальную расу. Which means Madhura Rasa. То есть идет речь о Мадхура расе. This addresses the erotic element. Опять же, речь идет об эротическом элементе. Elsewhere it says the absolute, that Brahma is Raso Vaisa, is full of rasa. А в другом месте говорится, что Брахма расо вайсах, то есть он полон расы. That means loving potential and loving reciprocal potential. То есть этот изначальный первоисточник всего Брахма, он полон этой склонности к любви и обмену чувств. Right. So the target of consciousness is anandam. И поэтому целью сознания является анандам. It also says in Vedanta, anandamayo bhyasat. И еще один стих из Веданты гласит «Ананда майо бьяса». So we have to look at the whole picture. Поэтому нам нужно рассматривать картину в целом. So the Bhagavad Purana, that is considered to be the, if we put it in context this way, we're told Vedas like a tree. That means the Upanishads, Vedas, etc. И чтобы дать должный контекст ответу, сначала упомянем, что Веды уподобляются дереву, которое состоит из всевозможных Упанишад, Вед и прочего. The flower of that tree is Vedanta. И цветок этого дерева это Веданта. The fruit that comes out of the flower is the Bhagavatam. А плод, что явился из этого цветка, это Бхагаватам. Where it says Nigama kalpataror galitam palam shukamukharam ritadrava samyatam pibata Bhagavatam rasamalayam muhuraho rasika bhuvibavukaha. Saying really, our search is rasa jigyasa, to search for that divine anandam, pleasure-giving substance. И поэтому нам говорят, что на самом деле наше предназначение, наше устремление – это раса джигьяса, то есть поиск этой расы, блаженства, счастья, радости. And there it says, what you referred to, that Brahma, that's the third level, the least aspect of divinity. А то, о чем вы упоминаете, или аспект безграничного, известный под именем Брахмы или Брамана, это наименьший из трех аспектов, наименее значительный из трех аспектов безграничного. Brahma, Paramatma, Bhagavan. Три аспекта: Браман, Параматма и Бхагаван. Just like when we were flying from Moscow to Tomsk. Подобно тому, как сейчас мы только недавно летели из Москвы в Томск. When you start approaching Tomsk, you get near the first observable revelation is all, how do you say, light, all permeating abstract light representation. И когда мы летим на самолете, приближаясь к Томску, то первый аспект Томска, что становится доступен нашему восприятию, это некий рассеянный свет, да, огни города, нечто всеохватывающий свет, освещение. There's no distinguishing characteristics. И этот цвет сам по себе не заключает в себе никаких деталей. So it's not to say that that is not Tomsk. И нельзя сказать, что этот цвет не является Томском. It is Tomsk. Да, это Томск. Right, but in its abstract, undifferentiated light representation. Но в своем представлении как абстрактный свет, абстрактное свечение. But if we go further, then we start seeing some more distinct characteristics. Но если мы продолжим приближаться к Томску, то мы увидим некие отличительные черты.
We see the city lights, building shapes, things like that. Начнем различать отдельные здания, фонари, какие-то архитектурные особенности. And then when we arrive and we land in Tomsk, we see there are people, we're interacting, there's so much. И, наконец, когда мы, собственно, приземляемся и достигаем самого Томска, тогда мы видим, что на самом деле здесь живут люди с какими-то своими уникальными какими-то чертами, склонностями, вкусами. All three of these are legitimate levels of observation or ways of conceiving Tomsk. И все три этих представления, которые мы упомянули, это вполне обоснованные, имеющие право на существование представления о Томске. So on a superficial gloss of Vedanta, the Upanishads, we're thinking abstract, non-differentiated consciousness, light, Brahma. Итак, в общем отдаленном представлении, как рассказывает нам Веданта и Упанишады, то высшая истина предстает перед нами как нечто всеохватное, всеохватное сияние Брамана. But we're encouraged to dive deep into reality. Однако нас призывают занырнуть глубоко в реальность. Don't be satisfied with the superficial view. Не удовлетворяться поверхностным подходом, That is remote and lacking intimacy. который очень далек от истины, в нем не достает подробностей, деталей. Or devoid of relationship. Этот подход лишен потенциала отношений. Right? In Veda we hear of Satyam, Shivam, Sundaram. Веды рассказывают нам о трех аспектах: Сатьям, Шивам, Сундарам. Sat, Chit, Anandam. Или же Сат, Чит, Анандам. So it's not enough just to exist. И, иначе говоря, недостаточно просто существовать или быть. Cogito ergo sum. I think, therefore I exist. Oh, then there's consciousness. I'm aware of my existence. It's another stage. Chit. Как Декарт говорил, я мыслю, следовательно, существую. Итак, я мыслю, это следующий этап. Недостаточно просто существовать. Есть также этап осознания своего бытия. Этот аспект называется чит. But when I become aware of my existence, I become aware of a third prospect, which is my necessity, prayojan, which is anandam, pleasure, happiness, fulfillment. Но когда я осознаю свое существование, свое бытие, во мне также проявляется понимание, что у меня есть своя внутренняя потребность, внутреннее стремление, прайоджана, а именно стремление к отношению к полноте внутреннего бытия. So at the beginning of the Bhagavad Purana, which is the Maha Purana, Super Purana, this statement is given. И поэтому в начале Бхагават Пураны, известной такой как Шримад Бхагаватам, которая считается Маха Пураной или же Супер Пураной, приводятся следующие слова. It says the Rasics, those who have the capacity to extract this sweet nectarine substance, they'll drink deep this nectar. Там сказано, что расики, то есть те, кто обладают способностью глубоко наслаждаться этим экстатическим нектаром, они будут наслаждаться им, извлекая его из этого произведения. Existence is driven by the search for pleasure, happiness, love, and relationship fulfillment. Все бытие движимо только одним стремлением к обретению любви, полноты бытия, отношений. Right? The ants are searching for sweetness. А даже муравьи ищут сладости. It's the driving principle of material existence. Поэтому именно этот принцип приводит в движение все материальное бытие. And so it must have its parallel in the spiritual representation. И эта идея должна обладать своим прообразом в духовном мире. And you don't find this any more comprehensively represented than in the Krishna conception. И эта идея, вы не найдете, чтобы эта идея была представлена более полным и совершенным образом где-либо помимо сознания Кришны. Right? Which represents the full spectral range of the target possibilities of human pursuit. Которое представляет полный диапазон, полный спектр возможностей взаимоотношений для ищущих людей. Right? So the absolute, as I told before, must be capable of reciprocating every atom of our soul's hankering. Итак, как я уже упоминал ранее, Абсолют должен обладать способностью идеальным образом ответить взаимностью на нужды, на потребности каждого атома, каждой частички нашей души. So the Vedas say, Yasmin vigite sarvam eva vigyatam bhavati. Try to know that one thing upon knowing which everything is known.
Поэтому Веды призывают нас к следующему. Стремитесь познать то одно начало, познав которое, вы познаете все.